Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Я вам всем очень-очень рада. Сегодня наша с вами тема прозвучит следующим образом. Я обладаю силой для постоянного привлечения успеха и денег в свою жизнь. Благодарю. Сегодняшняя дата и упражнение на 2 минуты. Пожалуйста, проделайте его. По сути, без него нейрографика, скажем так, работает, безусловно, но все-таки есть правила, да, и нужно их соблюдать. Когда вы проделываете это упражнение, всплывает вот все в вашем подсознании наглядно. Проделайте, пожалуйста, упражнение, думая об этой теме. Я обладаю силой для постоянного привлечения успеха и денег в свою жизнь. Благодарю. Думая об этой теме, напишите за ближайшие 2 минуты первое, что придет вам в голову. И посмотрите на свои слова очень-очень внимательно. Так, а мы с вами продолжаем. Знаете, может быть, кто-то... Я первый человек на этой планете, который придерживается естественного хода вещей, да, на убывающей Луне мы с вами расхламляемся, очищаемся, да. Привлечение у нас идет больше на растущей Луне, пики, полнолуние, это вообще бегом попросить о помощи Луне и так далее. Но есть одно важное но. Когда в лично моей жизни появляется что-то ненужное, да, я от этого избавляюсь сразу. Я не сижу и не жду, когда Луна будет убывать. Я сейчас, когда мы будем рисовать, вы поймете, почему я вам это именно сейчас говорю. Поэтому убывающая Луна – это также не повод переставать идти к успеху прямо сейчас, в моменте. Да? Поэтому найдите, пожалуйста, на листе себя, то, какой вы есть, каким вы себя сейчас ощущаете. Подумайте, какой вы. Поймайте внутреннюю тишину и аккуратно ведите линии с любовью. Кто-то может это делать медленно. У меня первый раз, по-моему, получился такой круг. Что я вас попрошу сделать дальше? Дальше найдите свое ядро в себе. Вот знаете, как у нашей планеты есть ядро, да, и у каждого человека. Многие называют это внутренним стержнем, кто-то может сказать внутренний свет человека, да. Найдите его в себе, какой он у вас, тот самый лучик надежды, который есть у вас, что заставляет вас двигаться вперед, найдите его. Знаете, у меня мой лучик, мое ядро, мой вечный двигатель. Можно огромное количество имен ему дать. Мне хочется его пронейрографировать, потому что он мой внутренний стимул, да, моя внутренняя сила. Она достаточно яркая, и вместо того, чтобы лечь и полежать на диване, отдохнуть, поспать, она заставляет меня двигаться вперед, идти, что-то делать, куда-то бежать, поэтому я хочу ее пронейрографировать, чтобы лучше прочувствовать. И если вам хочется, сделайте это. Потому что, думая сейчас о своей внутренней силе, о своем стержне, о своем внутреннем свете, вы работаете с собой, вы его чувствуете, вы где-то начнете лучше себя понимать сейчас, лучше себя чувствовать. Вот он. И вот этот вот внутренний свет мой,
он, проходя через мою физическую вот эту оболочку, мое тело, ручки, ножки, волосы, да, и так далее, оно выходит наружу. Кто-то, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, мне очень трудно получается подобрать слова. Мне хочется, чтобы мы с вами осветили вот этим светом, и вы почувствуете, как внутри вас сейчас, вот где-то в районе солнечного сплетения, собирается некий шар. Можете закрыть глазки, попробовать его почувствовать, да? Приложить ладошки к солнечному сплетению и почувствовать всю вот эту вот золотую энергию, потому что солнечное сплетение, оно такое очень чувствительное, оно соединяет нас с миром. Когда мы обрываем какие-то там нежелательные связи, это все тоже идет через солнечное сплетение. Про обрубание нежелательных связей тоже сегодня расскажу. Вот. Ну что же, я хочу отправить этот свой внутренний свет наружу. Я сделаю вот так вот схематично, а затем мы это все пронейрографируем. Такое внутреннее солнце, которое позволяет нам идти вперед, которое заставляет нас идти вперед. Та энергия, которая позволяет нам радоваться. Знаете, у детей такое часто бывает, они идут на все с горящими глазами. И вот взрослые, мы взрослые, где-то, сейчас я начну нейрографировать наши лучи. Да, нейрографическая линия идет туда, где мы не ожидаем ее увидеть, но управляем ей мы. Мы сейчас работаем с нашим подсознанием, а вот наше сознание позволяет нам действовать. Поэтому мы сейчас нейрографируем лучи нашего внутреннего солнца и продолжаем. Все пересечения тоже, которые появляются, округляйте. Попробуйте прочувствовать, как вы изнутри начинаете светиться. И вот из солнечного сплетения у вас как будто выходит вот этот свет и озаряет собой все вокруг. Попробуйте его прочувствовать, отдайте ему миру. Другой вопрос, что если нету энергии, нету сил, что же делать? Может быть, эта работа станет для вас неким таким талисманом, вы будете черпать силы из нее. Маленькие дети, у них горят глаза. Они с открытыми, широко распахнутыми глазами смотрят на этот волшебный мир, удивляются ему, восхищаются ему. И если вы предложите маленькому ребенку, вспомните себя. Каждый раз, когда я говорю вам о детях, я имею в виду в большинстве случаев вас самих ребенком, потому что вся наша жизнь сейчас это набор алгоритмов, набор каких-то действий, которые вы принесли из своего детства. И когда мы работаем с собой, со своим подсознанием, обращаться нужно в первую очередь к первоисточнику, к вам, ребенку. Распространяйте эти лучи, да, пусть они будут где-то острыми, потому что острота – это энергия. Если вы все округлите, я только за, кто все округляет. Можно, конечно же, и на диване посидеть, округлить, и полежать, пойти, поспать, и все прекрасно. Но энергия для действия нам дает именно острые углы. Кто боится, ну, я все понимаю, да, но если вы здесь со мной, я думаю, вы уже ничего не боитесь. Я читаю все ваши отзывы, они у меня вызывают бесконечную улыбку на лице. Я вам безумно благодарна за то, что вы делитесь. И я счастлива, что со мной ваша жизнь стала лучше. К вам моя кошечка пришла. Тоже хороший знак, можно сказать так. И вот почувствуйте, как вот это вот внутреннее солнце, да, оно наполняет ваше тело. Вот это, в котором вы сидите. Хотите, можете пройтись
нейрографической линии через ваше солнышко еще. И прямо из этой линии вывести лучик. Попробуйте, прочувствуйте. Это совершенно не повод в убывающую луну ограничивать свою жизнь и сосредотачиваться только на том, что, от чего нужно избавиться. Когда избавляетесь, получается пустота у многих. А кто не очень часто это делает, появляется очень сильная пустота, тошнота какая-то, да. А у тех людей, кто постоянно практикует, работает над собой, занимается, она все равно появляется. И вот эту пустоту будет здорово, будет шикарно, если вы сумеете сразу научитесь заполнять ее вот этим вот светом, чтобы вся энергия, она шла вам на благо. Округляйте все, что округляется. Чувствуйте эти линии, ведите их с любовью. Попробуйте, подумайте, что в вас замечают и ценят люди. Мы дальше это все отметим. Что нравится людям в вас? Можете подойти и спросить своих детей, своего партнера, своего мужа. И вы увидите, что многие люди скажут не за то, что у вас красивое лицо, тонкая талия или стройные руки, а за внутренний свет, исходящий от вас, за вашу доброту, за вашу чуткость, за то, что вы удивительная, волшебная. Могут вам многие сказать за то, что вы порядочный, искренний человек. Говорят, что в наше время это большая редкость, но я с этим не сталкивалась. У меня, видите, даже маркер перестал писать, поэтому я продолжу своей любимой гелевой ручкой. Меня окружают совершенно другие люди, мне очень везет, и очень важно, очень показательно здесь можно пересмотреть, какие люди вас окружают, какими чертами обладают. Если в этих окружающих людях все нравится, значит, все это есть и вас. Но если вас что-то не устраивает, вероятнее всего, что, тут две опции, да, либо это есть вас самих, и от этого можно избавиться, да, проработав сознательно, либо соответственно, вы привлекли для того, чтобы проработать какой-то урок. Опять же, лучше всего быстренько его проработать и отпустить. И вот это вот солнце, которое есть внутри нас, вы замечали по периодам своей жизни. Иногда это яркий, горящий костер. Иногда это огонек тоненькой свечки, да, иногда это, как бы это сказать, искра на спичке. И вот подумайте, в каком моменте вы находитесь сейчас, какие моменты у вас были другие, когда они возникали. И если вы это прочувствуете, поймете, поблагодарите, то вы сможете ярче поддерживать вот этот вот яркий огонь внутри себя, тот стимул жить, ту радость. Потому что любой успех в нашей жизни, все это держится на нашей энергетике. Любые события, которые происходят в нашей жизни, все это держится на нашей энергетике, ни больше, ни меньше. Если вы обладаете достаточным количеством энергии, если вы наполнены, вот этот вот внутренний огонек внутри вас, вы можете фактически исполнять свои желания силой мысли. Я вам много раз говорила, что
когда я пишу, например, 108 желаний, у меня исполняется примерно половина до того, как я успею написать 108. Поверьте мне, желания я загадываю такие весомые, включая финансовую сторону, включая то, что зависит совершенно не от меня. Желания абсолютно разные. Можно я буду крутить, да, мне просто так будет удобнее. И это все говорит об уровне энергии во мне. Но бывали моменты, когда ее не было. Не было этой энергии, чувства опустошенности. Может быть, кто-то, кто очень чувствительный, чувствует, как иногда вырастают крылья за спиной, да, а иногда их совершенно нет, и человек ищет помощи, ищет поддержки. Почему я вам все это рассказываю сейчас? Потому что вы знаете, нас ждет период затмений, коридор затмений. Он будет несколько таким роковым. И это надо просто пережить. Я вам очень благодарна за весь ваш фидбэк. Я все читаю, все вижу. Именно поэтому я с вами делюсь и говорю, чтобы вы также знали и владели информацией. Когда вы владеете информацией, это не значит, что я вам что-то страшное говорю. Вооружен, значит предупрежден, значит вооружен. И просто обращайте внимание на те или иные моменты, которые происходят в вашей жизни. Помните, что это просто энергии такие. И сейчас, даже если вы через год будете рисовать эту работу, вы увидите, что все то, что я говорю, оно в любом случае актуально, да, и в планетарный период какой-то, да. Поэтому вот просто помните всегда, что пришли такие энергии. Очень важно, здесь будет очень кармическое, роковое полнолуние, прошу прощения, затмение. Очень много может быть какой-то там агрессии, какого-то негатива, но вот вы держите внутри себя вот этот внутренний свет и старайтесь поделиться им с другими людьми. То есть пусть это не превращается в какой-то костер, в какое-то нечто опасное что-то, а пусть тепло любви вашей, да, вот свет вашей любви, ваша энергия, пусть она наоборот помогает, да, опять же, шикарный лайфхак, но тем не менее, если вы вдруг ощущаете себя как-то плохо, найдите человека, которому еще хуже, и помогите ему. Поверьте мне, плюс 1500 к вашей карме, но то, что вы почувствуете, когда вы увидите, что человеку стало хорошо, что ему стало легко, что его жизнь изменилась, и изменилась благодаря вам, вашей помощи, вашей поддержке, оно вас просто вознесет до небес. Это вот ощущение радости, и вы начнете еще сильнее сиять. Вот о чем я пытаюсь вам сказать. Надеюсь, понятно объяснила. Округляем все с любовью. Посмотрите, какое у нас получается солнышко. Пусть оно будет ласковым, пусть оно согревает людей вокруг вас своей лаской, своей любовью. Пусть оно будет ласковым, а не обжигающим. Хоть лучи и острые, ему же нужно пробиваться, можно сказать, сквозь тьму, сквозь какие-то там заборы, преграды. Потому что путь к успеху, он всегда тернист. Но, однако, есть люди, которые живут сердцем, да, своим внутренним каким-то, своей внутренней вот этой энергией, они все преграды, можно сказать, разрубают, да, на своем пути, как-то так. И даже этого не ощущают, они это делают с добром, с какой-то любовью, и у них все получается как бы само собой. И у вас пусть так же будет. Там, где есть успех, там всегда есть деньги. Там, где есть любовь, там всегда есть деньги. Там, где есть благодарность, там всегда есть деньги.
Опять же, почему все люди хотят находиться на вершине успеха? Ну, у нас это заложено генетически, все хотят. Другой вопрос, что для кого-то успех нужен на мировой сцене, например, а кому-то, там, вашему шестикласснику достаточно будет выиграть конкурс всероссийский, например, да, или что-то подобное. В любом случае успех, он у каждого, для каждого разный, каждый человек желает разного успеха. И поэтому пусть вот это вот солнышко, оно освещает своим вот этот наш внутренний свет, наше внутреннее солнце, наш внутренний стержень. Да, я поняла, почему углы острые, потому что это стержень. Можно и так сказать. Потому что он разрушает все преграды, всю тьму на своем пути. И вот такое вот солнце у меня получилось. Знаете, хочется добавить, очень хочется добавить мне линий вот здесь вот еще. Очень хочется, потому что я чувствую, как из меня выходит вот эта вот очень сильная энергия. По законам нейрографики несколько лучей я хочу выпустить также в социум. Пусть они будут тонкие, небольшие. Если кому-то хочется сделать большие, пожалуйста, да, все-таки мы живем с вами в социуме. И ну, куда человек идет? Человек идет к людям, конечно же, и деньги вам приносят люди. Знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает книгу «Великий Гэтсби». Помните, у парня было все. И тем не менее у него был маленький зеленый огонек, который был его лучиком в этой тьме, в которой он жил, который привел его к этому успеху, к которому он всегда стремился, да. Так что лучик, он всегда нужен. Главное, чтобы он не обжигал, а был неким согревающим. Посмотрите, сколько у вас лучей, что вы чувствуете. Если вам вдруг недостаточно лучей, добавьте их. Добавьте их столько, чтобы вы могли сиять. Это, в принципе, то, о чем я вам часто говорю, быть в ресурсе. Можно и так сравнить. Мне очень важно находиться в ресурсе. И да, я очень рано встаю. Может быть, кто-то скажет, ну, слишком много времени. Мне однажды так сказали, ну, у вас слишком много времени, девушка. Ну, нет, просто я заменяю что-то другое на то, что для меня важно. Если я не успеваю заменить, я встаю пораньше и делаю то, что меня наполняет. Камон, посмотрите правде в глаза. Если вы... Чем занят ваш выходной? Выходной вообще от слова выход. Нужно выходить и наполняться, наполнять себя, наполнять свою жизнь, наполняться энергией, да, общаться с друзьями, общаться со своими детьми. Так вот, посмотрите правде в глаза, чем заняты ваши будни, вот, не будни, прошу прощения, чем занят ваш выходной, чем занято ваше свободное время. Я прекрасно пойму, если вы скажете, что вы там, условно говоря, занимаетесь уборкой, готовите еду на неделю, многие так делают, да. Ну и все по сути. Посмотрите правде в глаза. Ресторан готовит намного вкуснее. А что касается финансов, есть разные уровни ресторана. Опять же, есть
Тот же Яндекс с его готовой едой, а огромное количество сервисов по клинингу. Люди сделают это профессионально, быстро, а вы наполнитесь от того, что вы сэкономили там 2000 рублей на уборке, если у вас гигантская квартира, или там чуть поменьше сумму, да, если, ну, поменьше сумму, если у вас маленькая. Поверьте мне, вы будете более счастливы, если вы то время, которое вы тратите на уборку, если вы его посвятите себе. Или, значит, не убираетесь. Вот ходите. Но это будет лучше для вас лично, нежели вы будете стоять у плиты, а потом будете несчастны. Да, кому-то это трудно. Я помню, когда у меня впервые в жизни появилась помощница, я за день до ее прихода убиралась. Ну, это менталитет такой, это в нас заложили в детстве, но это абсолютно нормально. Это такая же профессия, да, как доктор или бухгалтер, как юрист. Этим люди зарабатывают себе на хлеб. И по сути, когда вы платите зарплату человеку за услугу, вы уже автоматически представляете, какая энергия денег здесь задействована. Надеюсь, никого не обидела, но кто меня знает, кто со мной часто, давно и долго, тот меня услышал и все правильно понял. Вы не представляете, как это трогательно читать, как вы впервые в жизни сходили в салон и не посмотрели на цены. Как вы пошли и купили то, о чем мечтали всю жизнь. Но почему-то себе отказывали. Почему? Вот оно, мое солнце. Ну что, переходим к цвету. Я обладаю достаточной силой для получения успеха в своей жизни и денег всегда. Берем яркие цвета, берите золотые цвета. Успех — это в первую очередь какая-то, может быть, у кого-то слава, у кого-то радость, кто-то представит себе какой-нибудь лавровый веночек сейчас, да? Подумайте, с чем у вас, можете перевернуть листик и прочитать слова, которые написаны. У меня, поделюсь с вами, у меня одним из критериев успеха является песок, пляж, океан, песок и остров. Но это моя жизнь, я имею право. И посмотрите, как пробивается вот этот вот внутренний свет через тело, через все мое физическое тело. И сразу как-то на душе, сразу радостно. Я думаю, вы чувствуете, вы меня уже очень хорошо знаете. Я думаю, вы все чувствуете по голосу, как я меняюсь, когда что-то там происходит. Где-то не доокруглили, да, округляйте. Лучи я оставила острыми намеренно, я это вижу. Я объяснила, почему лучи я оставила острыми. Как здесь, как концы лучей, да, так и внутреннюю сторону. Это ваша энергия. Энергия должна двигаться, энергия ненавидит застоев. Когда у вас есть застой в той или иной энергии, в той или иной сфере, вы начинаете терять. Вот что хотите, можете сказать, но вы начинаете терять. И у вас начинают отбирать. Поэтому, что бы это ни происходило, обмен должен быть всегда. Обмен энергией. Простое там благодарю консультанту в магазине, почтальону, который вам почту принес. Это обязательно, не говоря уже о материальной благодарности курьерам, которые к вам приходят. Обязательно будьте благодарны. Будете все как мышки на ручке сидеть, хранить, заберут насильно. Лучше отдать самим. Сейчас к тому же энергии такие. Что касается грядущего затмения, вообще все наблюдайте. Я обязательно попозже, сегодня или завтра,
выложу видео, что нас ждет. Затмение очень кармическое, очень роковое, и, как правило, последствия затмений люди ощущают потом порядка 18 лет. Ну, не порядка, а 18 лет, да, это точная информация. И самый главный момент, который хотела сказать, я вам его обязательно много-много раз буду озвучивать, в этом видео в том числе. Никогда не смотрите на затмение. Не стоит этого делать, не портите себе карму, очень сильная энергия, и не надо. Вот, надеюсь, просто поверить мне на слово вам будет достаточно. Когда мы занимаемся архетипированием, разукрашиванием, мы тем самым объединяем огромное количество фигур в единое целое. Показываем своему подсознанию, что мы видим картину в целом. Обратите внимание, что здесь очень много нейронных связей образовалось. И все, что вы делаете, вы должны делать с любовью. Поблагодарите этот внутренний свет, почувствуйте его. Может быть, это какая-то маленькая птичка у вас, да, там, ну, чтобы представить, да, маленькая, не птичка, маленькое солнышко. Давайте сразу про солнышко. Вы его согреваете, и оно становится больше. Вы направляете на него свою благодарность, а оно становится все больше и больше, ярче и ярче. Работу можно крутить, нужно крутить, так будет удобнее, так будет комфортнее. Это все-таки ваше солнце. Вы можете делать все, что вам хочется. Это ваш успех. Вот это ваш внутренний стержень, это ваша сила, которая ведет вас к успеху. Я бы сменила цвет на некий такой оранжевый. Можно проходить цветом друг по другу, цвета накладывать друг на друга. Главное, ощущайте тепло, и пусть оно сияет. Пусть оно сияет, пусть оно будет ярким. Хотя я не удивлюсь, если у кого-то из моих подписчиков солнце будет каким-нибудь зеленым или розовым. Может быть, у кого-то даже красным. Такое вполне возможно. Кто-то, может быть, текстовыми выделителями рисует. Я думаю, получится шикарные работы. С цветом можно работать бесконечно долго. Самое главное, чтобы вам работа нравилась. Конечно, можно работать очень долго, и вам будет, ну, очень нравиться, но чтобы не занимать время в эфире, я этого делать не буду. Где у нас еще лучики остались? Еще 2 лучика. Надеюсь, всем видно. Извините, что кручу работу. Знаете, такое ощущение, будто вот вся квартира сейчас наполнилась невероятным светом. Понаблюдайте, как изменилось даже пространство. Если кто-то хочет, может там свечечку зажечь, помедитировать на нее. Почувствуйте свой вот этот невероятный внутренний свет.
Что здесь мне важно? Что мне важно в этой работе? Вот этот внутренний свет, что мне дает? Мне очень важно здоровье, потому что все болезни у нас от нервов. Знаете, вы меня простите, я возьму другой маркер, да, так, серое потом обведу, потому что что-то у меня с маркерами невероятное. Посмотрите, какое количество энергии. Здоровье можете прям сразу даже подписать. Потом забывается все, лучше подписывать. Это я счастливица, это мне повезло, я потом просто включаю видео и смотрю, что у меня там. Округляйте, пожалуйста, все пересечения. Без здоровья, которым обладает, по сути, каждый человек изначально, да, ну, все везунчики здесь, я надеюсь, у вас не будет этого внутреннего света, без здоровья, ну, не будет вас, поэтому очень важно отметить здесь здоровье, для меня лично. Как бы это сказать? Что мне еще нужно? Что ведет меня к успеху? Мой внутренний потенциал. Все вот мои ресурсы мне хочется сейчас отметить. Что меня ведет? Что на моем солнце? У вас могут быть какие-то свои. Свои слова, то, что важно для вас. Я обладаю очень сильной энергетикой, и я ее в себе развиваю, я ее в себе прокачиваю, поэтому знаете, вот какие-то коммуникативные навыки, мне они очень-очень важны, поэтому вот тут вот я их отмечу. Я думаю, кто видел первые видео, кто смотрит видео сейчас, я работаю над собой, я читаю все ваши комментарии, работаю. Я думаю, что разница между ранними видео и сейчас, она есть колоссальная. И я это получила благодаря вам, потому что вы щедры, вы всегда делились со мной и продолжаете делиться. Я все читаю, я вам за это безумно благодарна. Своими рекомендациями, как мне что-то там сказать, где подсказать. Поэтому благодарю вас, да. Вот. Что я хочу? Везение и удачи я хочу. Я счастливая их обладательница, но я хочу больше. Я всегда хочу всего больше. И вот это вот мое внутреннее солнце, знаете, как важно оказаться всегда в нужном месте, в нужное время. Мне везет, я там по жизни в своей оказываюсь. И именно это я отметила, чтобы нарисовать то, что я всем сердцем всегда хочу: денег и успеха. И если у кого-то еще что-то, да, вот что для вас
может вам принести вот это внутреннее солнце, что для вас является успехом, вот, что вам дает эту силу, да, для достижения успеха. Все это отмечайте. Я работаю с собой, вы работаете с собой, поэтому все-таки опираясь на свои ощущения, рисуйте то, что чувствуете вы, то, что нужно вам. Ну и пусть какие-то сюрпризы ждут меня в этой жизни. Посмотрите, прям уже готовый кружок. Пусть то, что я не знаю, тоже придет, появится, воплотится. Сами все придут, сами все дадут, можно и так сказать. Ну, вообще, кстати, если вы в этом убеждены, то вот так оно и срабатывает. Округляйте обязательно все пересечения и прям чувствуйте, как на лучиках вашего солнышка, на лучиках вашей вот внутренней силы все это проявляется и приходит в вашу жизнь. Вот, ну что ж, я хочу здесь отметить все неким цветом другим. Знаете, здоровье у меня вот обычно, как правило, зеленый какой-то, голубой. Можете сделать это другими цветами. Они, видите, какие-то чистые энергии, чистый потенциал, можно как-то так это назвать. Где брать силы, когда вот вдруг тяжело, когда что-то в мире вас, какая-то ситуация волнует? Ну, во-первых, намеренно игнорировать любой негатив, который быть в курсе, но не пропускать через себя. Люди это делать не умеют, поэтому лучше просто игнорировать, да? Какие-то любые негативные события. Но берем мы силы всегда только у себя. Вы единственный человек, который может принести себе там все, что вы пожелаете. И здоровье, и богатство, и любовь, и все болезни тоже только вы себе сами можете принести. Вы единственный человек, который может себе навредить. Любую ситуацию вы притягиваете в свою жизнь сами. Есть такая притча, пока рассказываем, не помню ее начало, но смысл я вам перескажу. Был мужчина, оказался посреди острова и думает, вот бы сейчас поесть. И тут поляна, еда полная. Он поел, лежит, радуется, говорит, ой, что-то жарко, вот бы дерево, тень. Ну и прогуливается, и тут появляется дерево, он садится отдыхать, говорит, вот бы сейчас поспать там, вот бы еще это. Моментально уснул, птички поют, свежий воздух, красота, не холодно, не жарко, идеальная погода. Что ж, такое тоже бывает. Что произошло дальше? Мужик проснулся, опять поел, порадовался и думает, так, ну тут, наверное, кто-то живет, и тут появляются люди. Проходят люди, и он думает, ага, это, наверное, какие-то злодеи. Они сейчас меня поймают и убьют. Ну или там съедят, whatever. Что вы думаете? Все так и произошло. То есть каждая его мысль исполнялась. Он сам своими мыслями притянул негативную ситуацию в свою жизнь. Ваше подсознание запоминает абсолютно все. Это самая плодородная почва во Вселенной. Поэтому будьте внимательны с семенами, которые вы туда сажаете. Думаю, оставить вот чистым таким
Но вот здесь хочется все-таки оранжевого добавить тоже. Можно их вообще не закрашивать. Наблюдайте за собой. Делайте то, что хочется вам. Или закрасить поярче, чтобы цветом таким прям насыщенным были. Но чтобы не затмить наше солнышко. Хотя это же подарки Вселенной. Очень красивый оранжевый цвет, посмотрите, какой прям насыщенный. Наблюдайте за тем, какие цвета у вас с чем ассоциируются. Что вы испытываете, когда ведете тот или иной цвет. Может быть, куда-то дальше вы вглубь цвета уйдете. Посмотрите, понаблюдайте за собой. Я очень хочу, чтобы моя работа мне нравилась, поэтому продолжаю проводить цвета. Все-таки мы живем в социуме, туда я тоже продляю. Если вы обратите внимание на то, можно, знаете, даже как интересно проверить. Запомните минутку сейчас этого видео и включите самое начало, каким был мой голос и каким он стал сейчас, как это все меняется. И самое интересное, что после того, как мы заканчиваем работу, да, я с вами прощаюсь, та энергия, которую вот я наполнилась за время работы, я иду дальше уже с ней, а вы с ней. Ну что, так, фиолетовым все-таки надо его поярче сделать, надо набраться смелости и сделать это. Линии поля и фиксация. Так, сейчас я единственный маркер найду для нашей драгоценной фиксации. Мне безумно нравится мое солнце. Знаете, вот если кто-то хочет, я бы хотела его выделить вот так. Сейчас это пришло. Но здесь красный не агрессия, а сгустки энергии. Я бы даже так это назвала. Сгустки энергии, ее настолько много, она такая горячая. И в то же время обратите внимание, не все мое солнце красное, а какие-то моменты, чтобы это было безопасно и для людей, и для меня. Линии поля и фиксация. Давайте даже повторим дословно фразу вам. Я обладаю силой для постоянного привлечения успеха и денег в свою жизнь.
Я обладаю силой для постоянного привлечения успеха и денег в свою жизнь. Какое-то огромная какая-то получается линия поля. Округляйте все пересечения. Наблюдайте, что сейчас изменилось. У нас еще нет фигуры фиксации, но фигурой фиксации может быть даже ваша линия поля. Посмотрите, хотите ли вы еще линию поля добавить, или вам достаточно. Наблюдайте за своими ощущениями, слушайте себя. У нас солнце, у нас сила на листе и такая энергия. Приложите ручки и почувствуйте. Знаете, такое ощущение, будто такой цветовой удар, лазерный луч. У меня фигурой фиксации выхожу сама я. Ну, может быть, это правильно. Мне кажется, я сумела развить в себе вот это вот внутреннее солнце, свой внутренний свет, свою силу. До такого состояния, что люди, которые меня не близко знают, не близко, да, они думают, что вот так всегда, ну так практически всегда и есть, за исключением 5:30 утра, когда я наполняюсь, чтобы выходить и сиять. Что ж, мои хорошие, я благодарю вас за просмотр, я благодарю вас за то, что вы есть в моей жизни. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну и, конечно, благодаря вашей подписке я совсем скоро стану счастливой обладательницей серебряной кнопки. Ну а кто хочет поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, все реквизиты есть в описании. Я желаю вам самого прекрасного дня!